На этой неделе произошло событие, которое войдет в историю криптовалюты, ведь биткоин наконец-то пробил долгожданный уровень 100 тысяч долларов. Я поздравляю всех, кто вместе с нами ждал этого дня, ведь несмотря на все проблемы, которые стояли на пути у биткоина, он смог это сделать. Но теперь, после того, как он все-таки пробил этот важный уровень, возникает новый вопрос: сможет ли он его удержать? Ведь в последние дни можно заметить, как происходит фиксация прибыли со стороны краткосрочных холдеров, что вызывает огромные ликвидации. Ведь, например, в момент падения до 90 тысяч на рынке было ликвидировано более 1 миллиарда долларов. Также есть большие вопросы к его доминированию, ведь сейчас данный показатель приближается к уровню 50%, все больше сигнализируя о притоке капитала в альткоины. Причем рост альтов усиливает эфириум, который на этой неделе пробил 4000 долларов за счет огромного спроса от фондов. Такой спрос говорит о том, что большие инвесторы перенаправляют капитал из биткоина в более привлекательные и прибыльные альткоины, которые сейчас показывают высокие проценты роста. Тем временем мы приближаемся к 10 декабря. Это очень важный день для всех холдеров биткоина, потому что именно 10 декабря в эту игру может вступить третья компания мира Microsoft, которая будет накапливать биткоин. Ведь, как заявил Майкл Сейлор, если Microsoft начнет скупать биткоин, ее капитализация может превысить 5 триллионов долларов, что само собой усилит рост битка. И именно об этих главных темах мы и будем говорить сегодня в видео, так что смотрите его до конца и вы узнаете, когда эфириум пробьет 5000 долларов, почему рынок альткоинов готов зафиксировать рекордный памп, сможет ли биткоин удержать 100 тысяч долларов до конца этого года, а также будет ли компания Microsoft покупать биткоин уже 10 декабря и как это повлияет на весь крипторынок. В общем, сегодня вас ждет много всего интересного, поэтому перед просмотром обязательно поставьте лайк. Под прошлым видео вы уже поставили более 2500 лайков, но я напоминаю, что когда мы наберем 3000, вас будет ждать топ низкокапитализированных монет с потенциалом роста до 10 иксов. Так что за лайки вам заранее спасибо. Меня зовут Влад, вы на канале Coin22. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, первая неделя декабря подошла к концу, и сейчас самое время подвести итоги и обсудить, что нас будет ждать в ближайшее время. И начать я бы хотел с подробного разбора эфира, который сейчас значительно опережает биткоин, и что самое главное, его рост повышает приток капитала в рынок альткоинов. Еще неделю назад, когда эфир стоил 3500, в нашем телеграм-канале был опубликован пост, где было указано, что эфириум ETF обгоняют биткоин, после чего он вырос на 15%. И, кстати, подобные отчеты и эксклюзивные прогнозы на различные монеты мы выкладываем регулярно, а также ежедневно делимся с вами самыми актуальными и важными новостями. Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, если вы этого еще не сделали. В четверг эфириум ETF зафиксировали общий приток капитала на сумму 420 миллионов долларов, что стало самым большим днем притока с момента запуска ETF в конце июля этого года. При этом приток за прошлую неделю превысил уровень 750 миллионов, из-за чего эфир и пробил ключевой уровень 4000, который в последний раз был в марте, а до этого в 2021 году. А главным покупателем эфира, конечно же, является BlackRock, который купил его на $500 миллиарда долларов, удвоив свои активы буквально за месяц. Но 4000 для эфира — это лишь минимальная цель по сравнению с тем, что ждет его в ближайшее время. Ведь последние данные сигнализируют о том, что эфир готовится к активному росту до уровня 5000, который станет новым историческим максимумом. Отчет биржи Bybit показал, что трейдеры начинают уделять особое внимание эфиру, о чем сигнализирует заметный сдвиг соотношения эфира к биткоину. Данный коэффициент вырос с минимального уровня в 0.31 19 декабря до более чем 0.4 в эту пятницу. Превосходство эфира по отношению к биткоину также привело к снижению доминирования биткоина, что усиливает потенциал начала альт-сезона, но об этом чуть позже. Перекос в ценообразовании опционов сменился в пользу колов, как для биткоина, так и для эфира, но перекос эфира остался более сильным. Это говорит о более сильном бычьем настроении по отношению к эфиру, поскольку трейдеры позиционируют его более агрессивно для повышения цены по сравнению с биткоином. Таким образом, сейчас происходит классическое перераспределение капитала в пользу эфира, который перетекает из биткоина. Ведь сейчас цена биткоина консолидируется и растет далеко не так активно, как эфир. Также, помимо фундаментальных катализаторов роста эфира, есть и технические. Во-первых, эфир пробил долгосрочную линию нисходящего тренда, когда превысил уровень 4000. А во-вторых, на графике формируется модель золотого креста. Об этом написал главный криптоаналитик Ventures Founder. Он сообщил, что в прошлый раз, когда это произошло, эфириум все еще находился
находился в стадии консолидации медвежьего рынка, но все равно вырос на 129%. Но на бычьем рынке 2021 года последний золотой крест поднял эфириум на 2320%. Действительно так и было. И как вы видите, на дневном графике пересекается 20-дневная и 50-дневная скользящая средняя. В начале года было аналогичное пересечение, после чего произошел рост цены более чем на 100%, из-за чего 5000 для эфира в начале следующего года станет лишь промежуточным уровнем в этой активной фазе роста. И если вы смотрите наши ролики и особенно топы, то вы наверняка знаете, что я всегда советовал накапливать эфир, и я до сих пор рекомендую вам держать минимум 20% своего портфеля именно в эфире, ведь это главный альткоин на крипторынке. Эфириум может легко повторно протестировать свой прошлый и исторический максимум на уровне $4860, ведь индикаторы MACD, а также RSI подтверждают бычий импульс. Таким образом, если вы не покупали эфир по 3, 2,5 или $2000, как я вам советовал ранее, накапливайте сейчас. Это можно делать и по рынку, и вот в этих диапазонах на локальных откатах, потому что такой институциональный спрос оказывает очень положительное влияние на цену. Ведь на примере того же биткоина вы наглядно можете увидеть, что происходит с ценой монеты во время большого притока капитала от фондов. А такой активный рост эфира создает отличные условия для роста всего рынка альтов. По данным еженедельного отчета CoinShares о притоках средств фонда цифровых активов, за неделю с 26 ноября отток средств из биткоина составил 457 миллионов. Это первый сильный отток средств, начиная с сентября, в то время как приток средств фонда ETF за тот же период составил 634 миллиона долларов. И в целом, по данным CoinShares, доминирование биткоина на рынке криптовалют идет на спад. Сейчас мы видим, как доминирование биткоина упало до 50%, в то время как доходность многих монет за 90 дней превышает доходность биткоина. И по факту, если вы спросите, сигнализирует ли это о начале будущего альт-сезона, я вам отвечу не только да, но и то, что он уже начался. Да, друзья, прямо сейчас мы наблюдаем не только ротацию капитала из биткоина в альты, но и приток чистого капитала, о чем заявил гендиректор CryptoQuant. Во время такой фазы на рынке мы наблюдаем рост почти всех монет. И, конечно, сейчас лучше делать упор на базовые монеты из 150. И главное, покупать самые обсуждаемые токены, как, например, XRP, который не покидает новостные заголовки, Memecoin Doge, ведь он продолжает фиксировать рост, а также многие другие перспективные альты, которые мы разбирали в прошлом видео, где собрали для вас большой топ, из-за чего я обязательно советую вам его посмотреть. Но если вы желаете собрать готовый прибыльный портфель или сбалансировать тот, который вы уже имеете, присоединяйтесь к нашей подписке Coin22 Pro, где наши специалисты индивидуально под ваш депозит и желаемый уровень риска подберут для вас самые лучшие монеты, а для получения профита в краткосрочной перспективе наши аналитики ежедневно публикуют сделки, на которых вы сможете зарабатывать, как, например, от 80% на росте XLM, от 75% на падении Optimism, от 70% на скачке цены ADA, а также на многих других монетах, которые продолжают фиксировать активное движение. И даже если ранее вы не торговали, то переживать не стоит, ведь на старте все новички получают пошаговое обучение. Причем это не просто сухая теория, а подробные видеоуроки и, что самое главное, полноценная практика в сопровождении специалистов. То есть уже первые сделки вы будете открывать своими руками. Поэтому, чтобы получить прибыльный портфель и приступить к торговле уже сегодня, переходите по ссылке в описании, напишите нам, и вы сразу получите всю необходимую информацию. Как мы только что разобрали, альты будут продолжать расти. Ну а что же будет с биткоином? Сможет ли он зафиксировать 100 тысяч долларов в качестве поддержки и торговаться выше данного уровня до конца этого года? Ведь по данным новых индикаторов, биткоин становится все более нестабильным, а восходящий тренд цены менее сильным. Поэтому давайте же это разберем. 100 тысяч были целью многих трейдеров, которые хотели зафиксировать профит, но рынок был чрезвычайно горячим. Ставки финансирования достигли кратковременного пика в 70%, а затем они упали до текущего уровня 15%. Ликвидность, позиционируемая на продажу в качестве сопротивления, была агрессивно высокой, и как только она была достигнута, то мы увидели огромные ликвидации в момент падения цены биткоина ниже 93 тысяч, а сами ликвидации превысили 1 миллиард долларов. Аналитики CryptoQuant использовали специальный индикатор CI для оценки того, вступает ли биткоин в период охлаждения после своей резкой волатильности, и сейчас двухнедельный индекс изменчивости находится в ранней зоне, демонстрируя корректирующее движение во время консолидации
консолидации. Индикатор CI использует шкалу от 0 до 100, где более высокие значения указывают на более изменчивые рыночные условия. Низкое значение, наоборот, указывает на трендовый рынок, как вверх, так и вниз. Пересечение уровня 60 снизу или уровня 30 сверху представляет событие, представляющее интерес для трейдеров, которые следят за потенциальным переходом от волатильного рынка к трендовому и наоборот. И на данный момент следует учитывать факторы времени консолидации. В циклах 2020 и 2021 годов было 20 дней простое, а в период консолидации с марта средний спад составил около 20 дней. И аналитики CryptoQuant сообщили, что чем дольше консолидация, тем больше рост. А рассматривая вероятно ценовые цели биткоина, когда это произойдет, в качестве ориентира мы можем использовать как психологию рынка, так и прибыльность спекулятивных трейдеров. В частности, краткосрочные держатели, это те, кто хранит монеты до 155 дней, увидят ориентиры прибыли в диапазоне 110 и 120 тысяч. Эти уровни в целом соответствуют стандартным отклонениям индикатора, измеряющего их совокупную реализованную цену. Глядя на реализованную цену краткосрочных держателей, то мы можем определить возможные уровни сильного сопротивления, с которыми мы столкнемся. Первый уровень составит 110 тысяч долларов, что является сильной зоной прибыли. А поскольку многие трейдеры ориентируются на психологические цифры, то уровень 120 тысяч имеет очень сильное психологическое и эмоциональное влияние. То есть, подытожив эти данные, биткоин имеет потенциал на то, чтобы остаться выше уровня 100 тысяч до конца этого года. Тем более 7-дневный беспрерывный приток капитала от фондов подпитывает рост. Но как я еще сказал в прогнозе на декабрь, это будет месяц консолидации и накопления ликвидности перед новой фазой роста, которая ожидается в следующем году. Таким образом, биткоин вероятно застрянет вот в этом диапазоне, как я и говорил ранее, и уже в начале следующего года он приблизится к своей первой цели на уровне 110 тысяч, где его начнут продавать те самые краткосрочные холдеры. Но это не будет сигналом на продажу долгосрочным держателям, поскольку другие индикаторы указывают на то, что биткоин сохранит бычий тренд до конца 2025 года. Биткоин вошел в стадию эйфории, судя по данным индикатора чисто нереализованной прибыли и убытка. Индикатор NUPL используется для измерения того, находится ли общая сеть биткоина в состоянии прибыли или убытка на основе разницы между нереализованной прибылью и убытками среди холдеров биткоина. И как сообщил аналитик компании V-Rate, биткоин входит в стадию эйфории, и у вас есть максимум 12 месяцев до вершины цикла. Имеется в виду, что пик биткоина будет отмечен в течение следующего года, что весьма вероятно, особенно после прихода администрации Трампа и, конечно же, после предстоящего ухода главы SEC. Еще одним многообещающим признаком траектории биткоина является то, что исторический максимум был достигнут, несмотря на глобальную ликвидность. По словам Джеймса Коутса, главного криптоаналитика Real Vision, который на днях написал, биткоин достиг нового максимума на фоне ухудшающегося фона ликвидности. Если условия ухудшатся, то рост, хотя и эйфорический, может длиться ограниченное время, а если условия улучшатся, то откат оправдан, но затем мы снова пойдем вверх. Потенциальное дно глобальной ликвидности М2 – это оценка всех наличных денег и краткосрочных банковских депозитов. Также предполагает, что биткоин может продолжить свой рост в краткосрочной перспективе перед потенциальной коррекцией. По словам Рауля Палла, основателя и гендиректора Global Marco, исходя из корреляции с индексом ликвидности, к январю 2025 года биткоин достигнет локальной вершины на уровне 110 тысяч долларов. Но как мы разобрали, данный уровень скорее всего будет достигнут не перед началом января, а скорее всего в середине или в конце. Да, эти индикаторы говорят о сохранении долгосрочного восходящего импульса, и поэтому если вы холдер, то конечно же продолжайте держать свои биткоины, ведь есть вероятность того, что уже на следующей неделе на рынок придет новый большой игрок, а именно компания Microsoft, которая начнет скупать биткоин на миллиарды долларов. Следующая неделя, а точнее 10 декабря, станет важной датой для Microsoft и инвестора биткоина, поскольку акционеры компании проголосуют за добавление биткоина на свой баланс. Чтобы оценить потенциальное влияние на свои акции, компания Microsoft пригласила главу микростратегии Майкла Селлера выступить с предложением о добавлении биткоина в резервы компании. В 3-минутной презентации, в которой было 44 слайда, Селлер пошел ва-банк, заявив, что Microsoft может добавить 5 триллионов долларов к своей текущей стоимости. Он заявил, что Microsoft должна ежегодно инвестировать в биткоин около 100 миллиардов долларов, утверждая, что разумнее покупать биткоин, чем выкупать свои же акции или держать облигации. Однако Ник Коуэн, это гендиректор одной финансовой компании, сообщил, что для влияния на совет директоров или акционеров Microsoft потребуется нечто больше, чем просто одобрение Селлера. И он сказал, решение, скорее всего, будет зависеть от внутренних оценок риска, согласованности стратегии и долгосрочного потенциала, а не от внешнего лоббирования. Хотя вопрос о том, сработают ли заявления Селлера, остается спорным, и согласование акционеров может стать масштабным событием для принятия решения. Под руководством Селлера микростратегия стала доверенным лицом биткоина для многих
российских инвесторов, которые хотели купить данный актив через американские торговые акции. А также MicroStrategy заработала более 18 миллиардов долларов на росте биткоина, обогнав доходность акций Microsoft. Это говорит о том, что стратегия Сейлора не такая уж и плохая, хотя в 2022 году многие его подкалывали, когда биткоин упал до своего дна, около 15 тысяч. Но прошло всего пару лет, и все инвестиции компании принесли очень хорошие плоды. Будет ли Microsoft на самом деле покупать биткоин, остается вопросом, ведь компания больше придерживается классической схемы сохранения капитала в надежных активах. Но согласно публичным отчетам, наличные средства Microsoft составляют около 75 миллиардов, так что у них безусловно есть возможность конвертировать часть этих средств в биткоины, если они этого захотят. Но я думаю, что компания рано или поздно все равно добавит биткоин в свои резервы, ведь биткоин скоро войдет в топ-5 самых капитализированных активов мира. Поэтому на следующей неделе 10 декабря мы обязательно будем следить за решением этого голосования и всеми актуальными результатами оперативно поделимся в нашем телеграм-канале, так что не забывайте подписываться. Также ставьте этому видео лайк, жмите колокольчик и в комментариях оставляйте ваши прогнозы на биткоин, а также напишите, какие альткоины, которые вы считаете самыми перспективными в этом бычьем цикле. А я вам желаю удачи, до скорых встреч!